Это собака Стаки. Ее нашли лесорубы, когда срубили дерево и заглянули внутрь. Выглядит жутковато. Как она оказалась внутри дерева? В 80-х лесорубы срубили дерево и загрузили бревна в машину. Когда бригадир проводил осмотр и заглянул в один из стволов, то на миг отпрянул в ужасе. Он увидел собаку, оскалившую на него зубы. Голова и лапы мумифицированной собаки с ярко-белыми зубами застряли прямо в середине дерева. Ученые занялись изучением вопроса и реконструировали события. Это была так называемая древесная енотовая гончая. Эту породу вывели в США специально для охоты на енота и опоссума. В данном случае собака погналась за кем-то мелким, так как потенциальная добыча смогла удрать, протиснувшись в узкую дыру. Охотничья собака гналась за белкой или мелким енотом. Стаки прыгнул за животным в отверстие в корнях дерева. Ствол оказался частично полым внутри, и пес полез дальше наверх по полому стволу. Карабкалась, пока не застряла. Видимо, очень хотела догнать добычу сама. Ведь обычно эти собаки так себя не ведут. Древесными их называют не за то, что они лазают по деревьям. Обычно они загоняют добычу на дерево и после начинают громко лаять, призывая охотника. Этот пес поступил иначе и, увы, это стоило ему жизни. Собака застряла на довольно большой высоте, еще и была сдавлена. Ее лай было невозможно услышать, если только хозяин случайно не оказался возле этого дерева. Логичным остается вопрос, почему собака мумифицировалась. Причина в специфических условиях. С падальщиками все ясно, они сами не полезут в такое опасное место. Да и запахи отбиваются из-за того, что поток воздуха направлен вверх. Что же касается мелких организмов, разъедающих тела после смерти, их остановили дубильные вещества. Подобные вещества используются таксидермистами, чтобы сохранить чучело животного. Тело пропиталось дубильными веществами и превратилось в мумию. Так Американский музей Южного лесного мира и получил этот редкий и удивительный экспонат.